Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами Андрей и Наталья. Наталья плетет и декорирует, а я чаще шью, пилю и стругаю. Возможно, вы сочтете меня старомодным и скажете, что уже не актуально пользоваться бумажными носителями. А может быть вы, как и я, любите не цифровые, а настоящие, живые книги, блокноты и ежедневники. Мы не знаем, какие книги вы любите, но уверены, что любой книге нужна обложка. Итак, сегодня мы хотим поделиться с вами идеей создания фактурной, приятной на ощупь обложки из лоскутков. От предыдущих работ у нас осталось большое количество разных обрезков. И мы хотим поделиться с вами, на мой взгляд, очень интересной идеей их применения. Для начала работы нам понадобится основа. В качестве основы мы используем клеевой флизелин. Берем флизелин и вырезаем кусочек в размер книги и добавляем припуск на швы не менее 1, но не более 1,5 см. Примерили флизелиновую основу. Нас все устраивает. Убираем книгу и выкладываем на основу лоскутки. Подбираем лоскутки по цвету и размеру. У нас осталось довольно много полосок разной длины, но ширина у всех одинаковая – 5 см. Главное в данном случае подобрать цветовую гамму. Примерно определились с расположением лоскутков. Думаю, что вот такой вариант в данном случае будет лучше всего. Теперь необходимо закрепить лоскутки на основе. Начнем с самого края. Прикладываем лоскуток на уголок флизелина, а сверху лицевой стороной прикладываем полоску, подходящую по размеру, и прошиваем прямой строчкой по краю. Строчку от края ткани прокладываем на ширину лапки. У нас это чуть больше 5 мм. Прошили лоскутки и потом проутюжили их. Только после того, как проутюжили, обрезаем все лишнее кольцевым ножом. Берем следующую полоску, прикладываем ее лицевой стороной к предыдущей и также прошиваем по краю. Прошили, расправляем лоскуток и снова проутюживаем полоску. Клеевой флизелин отлично фиксирует лоскутки. Проутюжили, снова берем линейку и кольцевой нож и опять обрезаем все лишнее. Обрезали полоску под размер основы. Берем оставшиеся лоскутки и заполняем всю основу полосками по той же технологии. Вот такой лоскутный блок у нас получился. Мы просто прикладывали полоски к основе и смотрели, как лучше. Поэтому угол наклона полосок у нас получился по наитию чуть больше 50 градусов. Теперь нам нужны 2 лоскутка шириною 8 см. Эти лоскутки мы раскладываем по краям лицевой стороны к основе и пришиваем по краю прямой строчкой. Пришили боковинки к основе, и у нас получилась вот такая заготовка. Вырезаем лоскуток из светлой хлопковой ткани в размер заготовки. Прикладываем лоскуток лицевой стороной к заготовке и прошиваем по краю прямой строчкой. Пришили лоскуток к заготовке и обработали края зигзагом. Теперь хочу подровнять лоскуток. Беру линейку и кольцевой нож и снова обрезаю все лишнее. Подровняли края, убираем коврик. Он нам пока не понадобится. Выворачиваем нашу заготовку на лицевую сторону и примеряем книгу. Примерили. Пока отложим книгу в сторону. Теперь нам нужно тщательно проутюжить заготовку. От того, насколько правильно мы загладим швы, будет зависеть внешний вид обложки. Проутюжили. Теперь снова выворачиваем заготовку наизнанку. Внимательно и аккуратно складываем ткань по сгибам.
и еще раз проутюживаем. Это очень важный этап работы, на котором можно запросто запутаться. Проутюжили швы и складки обложки. Теперь скалываем ее булавками. Скололи материал булавками. Теперь прошиваем с изнанки прямой строчкой. Одну сторону прошиваем полностью, а на второй оставляем незашитым небольшой участок. Через него мы будем выворачивать заготовку на лицевую сторону. Прошили, немного подровняем и подрежем уголки, чтобы их было проще выворачивать. А потом выворачиваем заготовку на лицевую сторону. Вывернули обложку на лицевую сторону. Зашили место, через которое выворачивали, потайным швом. И хорошенько проутюжили всю обложку. Вот такая обложка у нас получилась. Это довольно распространенный формат книги. И обложку можно менять с одной книги на другую, когда берешь книгу с собой в дорогу. А вот еще один вариант обложки. Эту обложку тоже сшили из обрезков и остатков. Вот видите, как смотрится корешок книжки. Хочу сделать несколько разных обложек в разных лоскутных техниках. Синель, пицца, витражи. Это будут очень приятные на ощупь фактурные обложки, которые к тому же защитят книги. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, пишите нам. Мы читаем все комментарии. Всего вам доброго. До свидания.